Друзья, привет! Это яхта Даниэла и наш видеодневник. Пока мы планируем свою кругосветку и проводим бесконечные консультации и переговоры, постараемся заполнить образовавшийся вакуум. Чтобы не лить откровенную воду на парусную мельницу Ютуба, я постараюсь наполнить максимальным смыслом и содержанием наш сегодняшний ролик. И сейчас я опять хочу поговорить про Хорватию и снова про яхты из-под чартера. Так, яхта за 100 тысяч. Что это такое и что она из себя представляет? Чартерная яхта, выставленная на продажу. В данном случае это была яхта Dufour 445 2013 года выпуска в минимальной комплектации. Но как мне показалось, она была в очень прекрасном состоянии и как заготовка для того, чтобы построить яхту под себя, наполнить ее полностью какими-то комплектующими, это был вот образец, прям то, что надо. Друзья, сразу хочу извиниться за качество съемки и звуковой дорожки в этом ролике. На лодку мы попали совершенно случайно, и в общем-то я не думал, что этот материал попадет в наш дневник. Если сравнивать с той лодкой, которую мы смотрели первую, Жано, то на первый взгляд у этого Дюфора впечатление более. Паруса более новые, поскольку лодка на лебедки ручные, электрических нету. Ванты. На стойках есть небольшие трещины. И сразу сделаю некоторые пояснения, чтобы не вводить уважаемую публику в заблуждение. Данную яхту мы осматривали в январе, а рынок продаж яхт из-под чартера в межсезонье, это осенне-зимний период, и рынок яхт сейчас, весна и лето, это совершенно разные вещи. И сразу стоит немного рассказать о принципе работы чартерных компаний. Яхты естественным образом стареют, и если у какой-то одной или нескольких яхт с годами заполняемость падает, то владелец бизнеса прекрасно отслеживает ситуацию, и под нож, вернее на продажу, идут те лодки, которые хуже остальных продаются в чартер. Массовый сброс лодок на брокерские сайты продаж происходит в конце летнего сезона. Начинать поиск оптимально в конце августа. Уже тогда владелец бизнеса понимает, что для него выгоднее. Держать яхту еще сезон или уже пора обновлять флот. Грязь, да. Очень странный след ремонта, смотри. Глубокий причем видно был. Гилько прям куском. На борту следы от касания. Если яхта не продается к середине зимы, то она автоматом попадает в лист заполнения чартера на будущий год. Но даже такие яхты не снимают с брокерских сайтов, и они могут годами висеть в объявлениях. У меня на почте лежат десятки переписок с хорватскими брокерами. Смотришь, лодка хороша, цена устраивает, начинаешь переписку, а в ответ приходит письмо. Да, яхта продается, но теперь уже только в конце летнего сезона. Если желаете взять, платите предоплату. Обычно просят 10%, но подобная сделка напоминает покупку кота в мешке. Что может случиться с яхтой в чартере за лето, одному Нептуну известно. Так что в 90% случаев яхты из Хорватии, которые выставлены на продажу весной и летом, будут доступны для продажи только в конце сезона. Это касается именно тех яхт, которые заслуживают внимания и не потеряли товарный вид. Леера со следами ударов. Лейзибэк свежий. Ну-ка, давай Геную немножко заглянем. Закрутка. На утках небольшие сколы. Смотрите, нитки, да? Паруса. Тоже перешивался недавно совсем, полностью ремонт.
парус с ремонта, да. Не, хватит, все понятно. Не, все понятно. Вот этот угол самый больше всего бизнеса. Обычно по нему все видно. Уже новенький совсем. И вот этот логотип, это ж не оригинальный какой-то. Это что? Наверное, местная какая-то контора. Да, вот на Леди Баге доступна наклеечка. Да, я понимаю, с гротом, да, видно. Грот в каком состоянии. А? Грот в каком состоянии видно? Ну, грот, я бы сказал, хороший даже. Хороший, говорю, с ремонта какого-то или с перешива. Походу, с ремонта. И бэк хороший, все прям свежее, да. Существуют еще нюансы, когда у чартерных компаний есть долгосрочные договора с лизинговыми компаниями по обязательному обновлению флота. И тогда в продаже могут появляться довольно свежие экземпляры, или варианты банкротства, или страховые случаи. Но это уже совсем не тема для нашего ролика. Лодка. Есть Бимини, спрей-худ. Приборы Раймарин. Подрулька есть, да? Да. Мотор Volvo Penta. 2735 моточасов. А карплотера я что-то не вижу. Все есть. В салоне, наверное. Штурвал с кожей. Банки не сильно большие. А там что тут, газ? Ау. То, что солнышко загорелось. Ну, по всей видимости, вот эти вот минины, а это старый, да? Да, очевидно. Это более новая модель, это современная. Здесь просто рундук пустой. Пустой, да. Газ не вижу, когда он будет. Ну ладно, а давай-ка здесь посмотрим. Вот газ. Автопилот работает, да? Газ Тоже не газ, тоже рундук. Место под газовый баллон, под один газовый баллон. Что мы здесь имеем? Спасательного плота нету. Весла от тузика. А там тоже нету. А, откидывающая платформа небольшая, скромная по размерам. Стол в кокпите. А, нет, вот здесь есть, он снят. Карплотер. GPS. В салоне, да? Yeah, salon. No, ima tu GPS, ali je tu salon. Спускаемся в салон. Просто огромный холодильник, трехкомфорочная плита. Какой огромный? Мойка. Место. Много диван, огромный. Каюта очень огромная, носовая, шкиперская. Здесь вот стоит степс мачты. С одной стороны душ, умывальник, а с другой стороны туалет. Здесь большое зеркало, два шкафа для одежды. Каюта вообще прелесть. С одной стороны душ и с другой стороны туалет. Здесь у нас
вода. Страховочные линии. Телевизор. Так, вот он, картплоттер. Картплоттер Раймарин. Юра, расскажи мне про этот картплоттер, что он из себя представляет. Старый, ну? Такой винтажник лет 10 ему. Ну как лодка примерно. То есть родной был с ней. Да, да. Соли. Вот как те приборы он, этой же серии. Те, которые незамененные инструменты. 100 тысяч за нее просят. Вход в кормовой туалет также с двух сторон. Естественно, почему? Артем, поснимаем. Вот наверху. Кормовой санузел. Вход. Из него вход в каюту по левому борту. Высота порядка 2 метров. Я вот здесь разворачиваюсь, даже плечами не задеваю ни за чего. Крайне удачно. Мотор выглядит очень бодренько и свеже. Ну, как новый. Колика коней? Какой конь он? Piše da je već 55. 55. Na vrhu pogledajmo pločica D2, 55 i 75. Perkins 55,2 киловатт. 55 киловатт? Да. 70 лошадиных сил где-то, да? Ну он большой, смотри. А что на бочке написано? Есть на бочке? 75. Надо вот сбоку открыть, наверное. Справа не открывается, Юр, посмотри. 75. 75, eh? Аккумуляторы нашел я. Да? Нельзя там по аккумуляторам посмотреть, какого года. Так, аккумулятор 3 по 80. Выглядит свежо. Высота в кормовой каюте также порядка 2 метров, наверное. Так. Дощечку найти. Что? Дощечку. Это винный шкаф. To je za vino. Еще один вино. Vino. А где киль болты? Ali se sviđa mi kuna, nema ne velike frižidere. Килевые болты. Со следами ржавчины, но без видимых трещин. Здесь то же самое, следы ржавчины и все. Мне такие. Водяная помпа ножная, очень интересная конструкция. Мне такие есть. Есть? Так, здесь же лежит спрей-худ. Холодильник с доступом сверху и сбоку. Компрессор холодильника с хорошим доступом. Над плитой вытяжка. Штурманский стол по ходу движения с правой стороны. Мне очень понравился холодильник. Очень. Он же здесь еще, видишь, Да, есть. да. Могу я внутри, если жарко будет.
Юра, а какой у тебя рост? 182. Ось 100, 2,05, наверное, высота. 195. 2,05, наверное, скорее всего. Если не 2,10. Ну, вот еще что. Здесь особо не посмотришь. Надо смотреть, чтобы по ней внизу воды не было. Так. Хрен доберешься, называется. Нет, вот здесь вот есть задвижки. Шевелятся очень хорошо. Но есть там небольшая водичка вон. Но это не оттуда. Нет. Посуда фирменная, Дюфор. Это класс. Это да, это дорого стоит. Мусорное ведро. Окно есть здесь около, в районе кухни. Кают-компания большая, удобная. Ножки, скорее всего, разбираются и стол. Да, стол складывается Со и сменными ножками. еще в одну. Не, ну такие вещи надо потягивать, посмотреть. Это уже как бы при покупке понятно. Да нет, ну ладно, это да, это просто предмет торга на месте, я не знаю. Хотя, если нам сейчас предъявить что-то, что мы можем предъявить, что не работает, что не радит? Я пока одну лампочку только нашел. Лампочки и все. Ахтерштаг, да, очень выгодно сделан. Я вот единственное, что по корпусу нашел, вот этот вот леер, видимо, где-то она стучалась им. Но эта лодка вот прям гораздо выглядит круче и богаче, чем Жано, которую мы смотрели в первой поездке. Очень жилая, очень простая. Жилая, обитаемая, не убитая, очистить, но пустая. Единственный минус этой лодки — пустая и небольшая купальная платформа. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Дизлайки, а также негативные комментарии, они нас очень мотивируют. Все мы их читаем. Стараемся работать над собой, чтобы ролики наши были еще и еще лучше. На этом буду с вами прощаться. Увидимся через неделю. Пока-пока.